В Макоа, Колумбия, рабочие столкнулись с таким, чего они и представить себе не могли. Гигантская 8-метровая анаконда находилась среди их инструментов и могла представлять опасность для их жизни. Что случилось? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше. Мокоа – красивый район, очаровательный город на юге Колумбии. Это столица департамента Путумайо, расположенный недалеко от великого горного хребта Анды. Но в первую очередь это регион Амазонки, окруженный пышными ландшафтами джунглей и известный своим уникальным биологическим разнообразием. Это место, где обитает множество видов как с Амазонки, так и с востока. Анды соединяются воедино. Другими словами, это область с богатым биологическим разнообразием. Насколько разнообразно? Здесь обитает более 50 тысяч видов флоры и фауны, что делает его одним из самых богатых биологическим разнообразием регионов на планете. То, что привело нас сюда сегодня, является уникальным событием, которое привлекает внимание, потому что проживание в таком районе означает, что население постоянно находится в тесном контакте с природой. Здесь часто можно увидеть птиц, рептилий, млекопитающих и растения, многие из которых уникальны для этой части света. Но это еще не все. Этот район также пострадал от нескольких стихийных бедствий. В 2017 году реки Мокоа, Мулата и Сангаяка, а также ручьи Латарука и Латарукита вышли из берегов, вызвав оползни и сели, которые привели к крупному наводнению. Город был серьезно разрушен. Более 330 человек погибли и около 400 получили ранения, в дополнение к разрушениям домов, мостов и транспортных средств. В результате город находился в процессе восстановления. Проблема, однако, заключается в том, что жизнь в такой природной зоне, как Амазонка, требует особых соображений при разработке любого вида работ. Это означало сотрудничество с очень специфическими исследованиями и с корпорацией Амазония, экологической организацией, которая упорно трудилась над продвижением девелопмента и строительства инфраструктуры без ущерба для окружающей среды. Их помощь сыграла решающую роль в реконструкции этого объекта, поскольку они требуют проведения оценки воздействия на окружающую среду, ОВОС, для выявления потенциальных негативных последствий до начала реализации проектов. Это подводит нас к одному из случаев в строительстве и ремонте некоторых районах, где одной из компаний при поддержке правительства и сотрудничества Карпо. Амазония должны были работать на восстановление районов, пострадавших от трагедии в Макоа. Они работали в южной части города, очень близко к границе с джунглями, где пострадало большое количество домов. Так что это была очень большая территория, заполненная разными бригадами, каждая из которых честно трудилась, чтобы добиться полного ремонта. Однако из-за дождя местность была труднодоступной, что усложняло задачу. Рабочие использовали тяжелую технику, такую как экскаваторы Caterpillar и краны большой грузоподъемности, некоторые из которых имели усиленные конструкции, чтобы противостоять грязи и проливным дождям, которые постоянно обрушиваются на этот район. На обочине пыльной дороги был припаркован грузовик с материалами, груженный бетонными блоками и сталью, а также трактор, который расчищал землю, убирая кусты и большие камни, оставшиеся после оползней. Всем этим руководил один человек, один из самых опытных операторов, который контролировал все аспекты перемещения и транспортировки оборудования. По мере того, как он продвигался все дальше, работать должным образом становилось все труднее, поэтому ему пришлось изучить достаточно, чтобы правильно направить команду и продолжить ремонт.
Но внезапно он услышал странный шум среди механизмов и предметов. На мгновение ему показалось, что это один из его работников обо что-то споткнулся, но когда он огляделся, то ничего не увидел. Однако шум продолжался, и он решил продолжить расследование. Там было несколько поваленных деревьев и других предметов, оставленных для продолжения работ, и, приблизившись, он увидел нечто, что его встревожило. Это было огромное тяжелое тело, медленно ползущее к расчищенному участку. То, что он увидел, было анакондой. Перед ним предстал темно-зелено-черный зверь впечатляющих размеров. Его шкура была покрыта грязью и красными отметинами, что придавало ему еще более опасный вид, а пристальный взгляд вызывал чувство беспокойства. Но что он заметил, так это то, что смешанный с грязью красный цвет, казалось, исходил от змеи и был похож на кровь. Естественно, мужчина был напуган, и первое, что он сделал, это двигался осторожно, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, поскольку в корпорации Амазонии были предусмотрены правила поведения в подобных ситуациях. Поэтому он решил достать свой мобильный телефон и начал набирать номер. Увидев, в какой ситуации он оказался, переходя из стороны в сторону, к нему подошли несколько коллег. Проявляя любопытство, он просто указал на местность и сказал им быть осторожными и обратить внимание на существо. Разговаривая по телефону, он поговорил с менеджерами компании, которые были выше его по званию, и которым было поручено уведомить власти, поскольку животное такого размера с такой травмой означало, что случилось что-то плохое, и им нужно было быть очень осторожными. Если это сделало животное, оно все еще может находиться в этом районе. Когда в природе происходят подобные происшествия, многие животные перегруппировываются и перемещаются в другие районы, что является причиной для беспокойства. Однако недавние дожди также могли стать причиной травмы, поскольку было известно, что река Макоа имеет тенденцию выходить из берегов в сезон штормов, и сильные течения могли унести анаконду, что привело к травмам. Также существовала вероятность нападения ягуара, поскольку ягуары, как правило, охотятся на крупных змей, таких как анаконда, которые ищут себе пропитание в воде. Это был самый тревожный вариант, но другая возможность заключалась в том, что это могло быть вызвано людьми, намеренно или случайно, как некоторые из них считают. Охотники воспользовались хаосом, чтобы отловить определенные виды, или же это могла быть одна из его собственных охотничьих машин, пока они все организовывали. Все варианты казались плохими, поэтому он хотел, чтобы все происходило быстро. Он попросил остальную команду продолжать работу и не поднимать слишком много шума. Меньше всего ему хотелось, чтобы толпа собралась поглазеть на это. Лучше всего было, чтобы все сосредоточились на своей работе. Вскоре с ним связались из компании и посоветовали как можно скорее связаться с властями, поскольку в то время они не могли вмешаться. Это обеспокоило инспектора, но он все равно решил обратиться к властям с просьбой о спасении. Но возникла другая проблема. В то время в городе было более 400 раненых, и они все еще искали новых жертв. Чиновники были заняты, не говоря уже о том, что некоторые дороги и мосты были разрушены, а патруль по спасению животных был занят спасением людей. Спасательная команда, как и полиция, была настолько ошеломлена хаосом, что им пришлось создать центр экстренной помощи в районе под названием Баррио Олимпико на окраине Макоа, куда они забрали всех животных. Но их работа ограничивалась мелкими, легко переносимыми видами. Центр был переполнен специализированными командами, состоящими из профессионалов и волонтеров, которые помогали, как могли. В группу входили гражданские лица, вызвавшиеся добровольцами, ветеринары,
биологи и сотрудники экологической полиции, которые все вместе работали над лечением животных, оказанием первой помощи нуждающимся и обеспечением их временного благополучия. Улицы были заполнены собаками, кошками, птицами и другими мелкими животными, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома после стихийного бедствия. Спасатели быстро передвигались среди них, стремясь оказать срочную помощь наиболее уязвимым и пострадавшим животным. Полиция была перегружена во многих отношениях, но сохраняла сильное присутствие в этом районе, а группы полицейских прочесывали наиболее пострадавшие районы в поисках выживших и обеспечении безопасности в этом районе. Несмотря на то, что с момента происшествия прошло много времени, они должны были оставаться начеку и находиться на улицах, реагируя на вызовы. Именно во время этого процесса они получили срочный звонок из близлежащего района. Была обнаружена змея, она похожа на анаконду. Она ранена и находится недалеко от Баррио Олимпико. Нам нужна помощь. Информация быстро дошла до подразделения по спасению животных. Очевидно, что командиру патруля пришлось мобилизовать большую команду для борьбы с этим видом животных. И поскольку они не могли отправить столько людей, он решил организовать небольшую, но очень хорошо подобранную команду с подходящим для этой работы оборудованием. Команда состояла из биологов, ветеринаров и сотрудников экологической полиции. В состав команды входил ветеринар, специализирующийся на рептилиях, который должен был руководить спасательной операцией. Они привезли с собой все необходимые инструменты, чтобы провести спасательную операцию как можно быстрее. В их числе были прочные вентилируемые транспортные контейнеры, крючки и захваты для бережного обращения со змеей, а также средства индивидуальной защиты для обеспечения безопасности каждого. Они направились на стройплощадку, пока менеджер стройплощадки инструктировал их, объясняя, что произошло, когда команда приблизилась. Конечно, они должны были быть осторожны, зная, что любое резкое движение может подвергнуть опасности как животное, так и спасателей. Поэтому они старались сохранять спокойствие и бдительность, особенно сторож, который по-прежнему был сосредоточен на своей задаче. С другой стороны, анаконда оказалась в беспомощном положении, зажатая между обломками упавших деревьев и грязью. Частично скрытая, она пыталась двигаться, но безуспешно. Вещь. Будучи таким крупным существом, оно могло застрять в замкнутом пространстве. Как только прибыла команда, они начали координировать оборудование и действия. Они использовали несколько крючков, чтобы удерживать змею, не нарушая ее целостности и безопасности спасателей. Ветеринар внимательно следил за поведением анаконды, чтобы убедиться, что она не испытывает чрезмерного стресса. Поддержание спокойствия было приоритетной задачей. Поэтому они сделали все возможное, чтобы во время транспортировки змея не чувствовала угрозы. К счастью, змея не проявляла признаков агрессии. Она выглядела истощенной, вероятно, из-за сильного дождя, стресса и физического истощения, которые вызвали такое поведение. Поместив груз в подходящий контейнер, команда начала планировать его транспортировку в более безопасное место, избегая зон повышенного риска и непроходимых дорог из-за суровых погодных условий. Транспортировка была несколько сложной, так как они должны были поддерживать надлежащие условия внутри контейнера, чтобы анаконда чувствовала себя комфортно во время путешествия. Они знали, что для того, чтобы помочь животному выздороветь, оно должно прибыть как можно спокойнее. Вместо того, чтобы отправиться в Баррио Олимпико, они решили отправиться в экспериментальный центр Амазонки, который специализируется на неотложной помощи рептилиям. Там было лучшее оборудование и специалисты, которые были лучше подготовлены к ситуации. Конечно, они заранее уведомили центр, чтобы там могли подготовиться,
И когда они прибыли, бригада была готова обработать рану. Они сразу же приступили к осмотру, но размер оказался намного больше, чем они ожидали – 8 метров в длину. Диагноз подтвердил, что травма была вызвана сильным ударом, вероятно, о ствол дерева, который волочили бурные воды во время дождей, или даже возможным нападением хищника. Было ясно, что им нужно быть осторожными, поскольку анаконда потеряла много крови. Учитывая размер и характер рептилии, они, очевидно, должны были использовать какую-то форму анестезии, чтобы предотвратить боль во время работы. Это была рискованная процедура, требующая небольшого количества крови, ограниченного времени и такого крупного животного. С течением времени шансы на успех уменьшались, но после почти целой ночи кропотливой работы операция увенчалась успехом. После этого анаконда находилась под постоянным присмотром ветеринаров и биологов, которые по очереди следили за тем, чтобы животное было хорошо увлажнено и накормлено, обеспечивая его необходимыми питательными веществами, чтобы помочь змее восстановиться как можно быстрее. Тем временем сотрудники центра внимательно следили за ее прогрессом, и по прошествии нескольких дней рана начала заживать должным образом. После нескольких недель интенсивной терапии змея начала двигаться более проворно, что означало, что лечение прошло успешно. Со временем посещение этого существа стало довольно популярным, привлекая как туристов, так и местных посетителей. Со временем город был отстроен заново, и жизнь начала возвращаться в нормальное русло. Кроме того, активизировался туризм, поскольку некоторым людям было любопытно увидеть это существо во время своих визитов, что также помогло в уходе и лечении. Также были предприняты усилия, чтобы побудить людей как можно скорее сообщать о любых животных, которым не место в этом районе, чтобы их можно было переселить в более безопасные места. Регион помог сохранить свою дикую природу. Были также предприняты инициативы, направленные на то, чтобы предотвратить попадание большего числа животных в подобные ситуации или сократить охоту на местную фауну и биоразнообразие. Сегодня этот район интересен для посещения, и, конечно, стоит посетить Макоа. Как только змея была полностью восстановлена, здорова и признана готовой вернуться в свою естественную среду обитания, ее выпустили обратно в экосистему и перевезли в отдаленный район вдали от города. Таким образом, работа команды строителей, смотрителей и специалистов увенчалась полным успехом. Не забудьте подписаться и поставить лайк на будущие видео.